Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо вам большое за то, что меня уже смотрите. Сегодня я хочу показать нашу квартиру, как она выглядит изнутри, как мы ее облагородили, обставили. Единственное, что ролик был снят о квартире 2 месяца назад, тогда у нас еще не было отопления. То есть разница будет с тем, что сейчас, только в том, что в коридоре не стоит отопительный котел. Все остальное, практически ничего не изменилось. Я уже рассказывала, что квартиру мы купили еще 2 года назад. Купили мы ее за 60 тысяч евро. Прошло 2 года, и наша квартира теперь стоит уже 80 тысяч евро. На примере нашей квартиры вы можете посмотреть, какая стоимость, какой метраж, какое расположение у комнат, удобно или нет. Я считаю, что у нас очень удобное расположение комнат. Квартира типа евро-двушки, которая есть отдельная комната и есть комната кухня-столовая. Мне очень нравится. У меня была и в России такая же квартира в новостройке. И было достаточно удобно, меня она всем устраивала. В общем-то, поэтому и здесь мы тоже приобрели такого типа квартиру. Поэтому лично мне планировка нашей квартиры очень нравится. Несмотря на то, что это первый этаж, пока минусов, уже зима, середина декабря, и пока прям больших минусов каких-то мы не заметили. Пол прохладный, да, но когда включается отопление, я уже рассказывала, что трубы отопительные проходят в том числе и под полом. Когда работает отопление, в принципе, пол становится комфортный. У нас не жаркая квартира, я тоже про это говорила, потому что у нас на обе стороны выходят окна, хорошо проветривается. В одной комнате в одну сторону и еще есть на другую сторону окна. То есть получается перекрестное проветривание. И расположение квартиры относительно солнышка получается достаточно удачное. У нас солнце встает на нашу сторону рано, тогда, когда еще нет жары. И потом, когда начинается самая жара ближе к обеду, оно уже уходит в другую сторону. Поэтому у нас квартира не жаркая летом. Мы жили, когда на улице было 42 градуса, жили в квартире нашей, когда еще у нас не было кондиционера. Да, было жарко, но не прям критично, не было невыносимо, нет. В квартире даже было лучше, чем на улице. И она не холодная вот сейчас. Мы до сих пор середина декабря, мы отопление включаем только на ночь. У нас нормальная, комфортная температура держится 21 градус, даже без отопления днем. Поэтому нам наша квартира очень нравится. Смотрите, оценивайте. Всем привет! Как и обещала, сегодня сниму нашу квартиру. Это наша ванна. Вот у нас бойлер. Вода греется бойлером. Никит, пусти, там кот просится домой. Душевая большая у нас, от стены до стены душевая перегородка. А изначально застройщиком планировалась половина. Вот такая вот, то есть угловая должна была быть душевая. Но мы попросили переделать, потому что до этого, когда мы жили в других квартирах, снимали еще квартиру, у нас своей не было здесь, нам не нравились такие душевые, неудобно. Маленькие, там локтями бьешься. В общем, мне хотелось все время большую душевую. Мы его попросили установить большую. Доплатили за это 100 евро и нам поставили. Мы довольны. Много места, очень удобно. Единственное, что у нас получился проход не очень большой в саму душевую. Вот здесь между раковиной. Ничего, мы проходим. Нормально все. Это наш коридор. Мы купили сюда такие шкафы с зеркальными дверками. Он пока еще у нас заставлен. Вот сумки стоят. Сумки отсюда уберутся. Там мои работы, которые я продаю.
Вот. И здесь будет стоять отопительный котел. Отопление мы еще не сделали. Вот. Вся разводка у нас под отопление есть. Нужно купить отопительный котел, чтобы нам его здесь установили, и батареи. Ну, в ближайшее время сделают. На крайний случай у нас есть пока кондиционер, который работает как на охлаждение, так и на обогрев. Ну, если вдруг похолодает раньше, чем нам сделают отопление, мы будем им пока пользоваться. В общем, надеюсь, не замерзнем. Ну, домофон. Котейка наш пришел с улицы. Лежит. Мои картины. Это Никитина комната. Не буду снимать здесь. У него все там, как сказать, по-мужски. Стол, кровать хорошая, удобная, кресло, комод. В общем, все. Все, что необходимо. И комната общая. Кухня-столовая, ну и моя комната, получается. Вот такую кухню мы сделали. У нас в соседнем доме, не знаю, слышно или нет, сегодня какой-то праздник. У них играет сербская музыка с утра. А еще недавно тут была свадьба у соседей, тоже в частном доме, через один дом. В общем, периодически весело играет музыка. Вот такая кухня у нас. Мы сделали верх такой, он не белый, а такого кремового цвета, светленький, глянцевый. Низ под светлое дерево. Столешницу я планировала сюда другую, темную хотела. Но в последний момент, когда уже устанавливать кухню, нам написали, что такой столешницы нет, выбирайте другую. Но вот из тех вариантов, которые нам дали, вот этот был самый подходящий. Как бы, ну, планировала я не такую столешницу. Ну, в принципе, она тоже вписалась нормально. Вот. Вот здесь мне очень нравится то, что у нас в кухню вписано окно. Я так и хотела, и мне это нравится очень. Оно у нас заставлено немного шкафом. Оно больше само по себе. Но его все равно можно открыть. Оно открывается. Вот. Роу-шторы у нас здесь. Вечером пускаем. Такой шкафчик у меня есть. Как художник я не могла без этого обойтись. Я привезла из России коллекцию посуды, которая расписана вручную. Это гжель. Вот здесь на каждом изделии есть подпись мастера. Например, вот. Ну, вообще на каждом изделии. Это тарелочки, расписанные вручную. Вот. И хохлома. Тоже деревянные изделия, расписанные вручную. Наверху там мои работы. Вот. Еще у меня есть вот такая интересная коллекция кукол фарфоровых. Это не вся коллекция, у меня их порядка 40 штук. Здесь поместилось немножко. Это куклы в национальных костюмах. Здесь есть разные национальности. Например, вот это. Вот это Россия, Сербия. Мы бывали уже на нескольких концертах сербской музыки, там танцы. Вот, очень нам нравится. И костюмы действительно вот такие. Вот у них повязочки такие на рукава красненькие. Это Польша. Вот девушка в сапожках. Посередине это Италия, Каталония. Вот там Франция, Швейцария, Австрия.
Ну, у меня большая коллекция, я сказала, что около 40. Там разные национальности, разные страны. Просто она мне вся не помещается. Тут я частично поставила. Привезла я ее тоже из России. А вот еще у меня одна куколка, две. Шотландия и Мали. Вот, так что такая даже коллекция у меня есть. У нас есть подсветка на кухне. Сейчас я ее включу. Сейчас, может быть, днем не очень будет, но... Да ладно, не включается. Потом. Вот. Вот он наш красавец. Облизывается. Чистит шкурку, погулял. Ему здесь раздолье, он нагуляется, придет он. Покушает и опять гулять. Вот такой стол мы купили. Стол дубовый, и стулья дубовые тоже из дуба, из натурального дерева. Очень тяжелые, они прям такие неподъемные. Вот, диван. Он раскладывается, если стол отодвинуть, то он становится очень большого размера в разложенном виде. Но мне не нужно, мне хватает спать такого. Мои картины. Никита сам вешал, дрелил стены. Вот, окошечко. С той стороны розочки растут у меня. Вот, тоже ролл шторы у нас есть на каждом окне и на двери в лоджии. Вот, и еще здесь есть такие сетки, мы установили, заказали. Сейчас покажу тоже. Называются они по-сербски, называются комарницы. Первый раз мы их увидели в Стамбуле, когда жили в отеле. Вот, теперь слышно музыку хорошо. Вот, в Стамбуле в отеле в каждом номере установлены вот такие вот сетки. Они открываются. Складывается гофра такая, получается. Также закрывается. Вот, в общем, увидели мы их в Стамбуле. Решили здесь посмотреть, если такие. Оказывается, да, действительно устанавливают именно такие, которые открываются вот так вот, сдвигаются. Вот. Ой, что такое? Ты кушать хочешь сейчас? Вот, такой шкаф мы купили большой, очень вместительный, очень он меня выручил. Я туда убрала все. И еще мы придумали наверх сделать вот такие коробочки, которые оклеили пленкой беленькой такой с рисуночком. Вот, получилось очень хорошо, мы очень много вещей туда убрали. Но вещи какие-то, все для моей работы, для рисования. Это подносы, заготовки подносов. То есть те, которые не оформлены, просто в чистом виде, в деревянном. Рамки для картин. В общем, много-много всего. И вот все вот так уложилось. И очень аккуратно смотрится, не массивно. Вот мой мольберт. Занимает много места, но как бы никуда не денешься. Он мне нужен. И вот такие два шкафчика. Телевизор мы купили. Два шкафчика. Комод с вещами. И вот такой я специально себе заказала. По своим размерам, как мне надо. Вот здесь, ну, опять же, для моей работы все. Мои подносы, краски, кисти. В общем, все. Чтобы было удобно подойти, взять. Ну, здесь вот коробочка еще
То, что не уместилось наверх. И наша лоджия. Сейчас я там белье повесила с утра. Сколько белья. Цветочки. Сегодня прохладно. Ветер такой. Там идет на улице женщина. Чуть-чуть там попала на колено. Это сербка местная. Она всегда со мной здоровается, я с ней тоже здороваюсь. Я ей пытаюсь объяснить, что я не очень разговариваю по-сербски. Она говорит: да, понятно. И продолжает мне все равно все рассказывать. В общем, интересная такая женщина. Вот, в общем, такая квартира у нас получилась. У нас не очень большая квартира, 44 квадрата, но мы постарались ее сделать уютной, удобной. И думаю, нам это удалось воплотить. У нас получилось это. Подсветку я так и не включила на кухне. Ну, в общем, она есть. Ну, вот он гостей намывает нам. Намываешь? Сейчас покормлю. Это мои часики висят, которые я делала. Ну, сама рисовала. Подносик тоже. Особенно мне нравится вот это место с окном на кухне. Да, и в этот раз я купила большую раковину. У меня первый раз такая раковина, большая, глубокая. Вот, просто шикарно. Мне очень нравится, когда моешь посуду, тоже кастрюлю туда ставишь, и никаких ни брызг, ничего никуда не льется. Очень удобно. Здесь у меня кашпо стоит. На следующий год весной посажу туда зелень. В общем, как-то так.